Друзья, всем привет! Конец февраля, а у нас до сих пор давят морозы, бывает до минус 20, уже, наверное, недели 2 точно. Выезжал раза 3 или 4 на рыбалки по разным водоемам. Рыба проклевывает, но такая совсем небольшая. Неинтересно даже такие рыбалки выкладывать на YouTube. Ну а так как рыба пока не ловится, решил рассказать вам за свои снасти, на которые рыбачу летом, снасти для ловли на боковой кивок. Очень много вопросов в комментариях мне присылают подписчики и просто зрители моего канала. Какими удочками я пользуюсь, какие использую крючки, кивки, какие я использую удилища, какие лучше использовать удилища для ловли трофейной рыбы и так далее. Значит, у меня в арсенале, вы, наверное, уже увидели сзади, 3 основных удочки для ловли на боковой кивок. Так, значит, первая удочка, это у меня удочка фирмы Osni 10H, быстрый строй. Самая легкая удочка из всех, которые у меня есть в наличии. Длина у нее 5,40, тест 10H, это, по-моему, до 100 грамм тест, если я не ошибаюсь. Мягкая рукоять, катушка усиленная, обычная, пластиковая, и лавсановый кивок. Такие штучки я делаю для того, чтобы было лучше видно поклевку при съемке на видеокамеру. Это не обязательный атрибут для бокового кивка, можно и без него. Удочка, как я уже говорил, легкая, рыбачить комфортно, от рыбалки получаешь просто одно сплошное удовольствие. Сейчас покажу вам, как она, из чего она состоит. Кольца на ней стоят у меня силиконовые, колец много. На каждом колене и на самом хлыстике у меня стоит 2 разгрузочных дополнительных кольца, я поставил. Боковой кивок я креплю с помощью шнура и суперклея. Все очень просто. Нужно вам поменять, например, боковой кивок сломался. Чуть-чуть, очень аккуратно подогрели вот этот вот шнур. Суперклей сразу отпадает, достаете боковой кивок, ну либо если вы сломали, например, кончик, достаете тюльпанчик, все меняете и в обратном порядке все приклеиваете. Всего это занимает буквально полчаса. Катушка-держатель тоже крепится шнуром, проклеенным суперклеем. Снасть надежная, но по моим наблюдениям такая снасть подходит для ловли рыбы до 5 килограмм максимум. И то в корягах не советую рыбачить я на такую удочку, на сильно закоряженных местах. Особенно если вы ловите карпа или сазана. Несколько раз я рыбачил, пробовал ловить на эту удочку карпа. При поклевке, при сильном рывке карп на 5 килограмм ломал на этом удилище второе колено. Оно ломалось сразу в 2 местах, из-за чего, видите, сколько у меня здесь стоит силиконовых колец. Я добавил дополнительные, потому что не выдерживает, она не создана для ловли крупной рыбы. Это хорошая удочка для ловли линя, карася. Это лично мое мнение. Многие писали, что ловят и по 7, и по 9 килограмм на эту удочку карпов. Я же говорю, я тоже ловил на эту удочку карпов до 5 килограмм, но такой большой уверенности в этом удилище у меня нету. Получается вот как такое ощущение, как на грани. Вот сейчас, если карп сделает вот сейчас резкий рывок, все, удочка сразу ломается моментально. Удочка отличная, легкая, но для ловли рыбы до 3 килограмм. Пожалуйста, покупайте, не пожалеете. Отличное удилище.
но не для трофеев. Вторая удочка. И, наверное, одна из моих самых любимых. Это удочка Cold Dragon. Показываю вам, чтобы вы посмотрели все надписи, которые есть на этой удочке. Многие спрашивают, покажи поближе, где ее можно заказать. Но о всем об этом я вам расскажу чуть попозже. Также на этой удочке стоит у меня лавсановый кивок, катушка пластиковая, курковая. Кстати, на всех удочках, у меня их 3, на всех стоят курковые пластиковые катушки. Крепкие, выдерживают рыбу больше 10 килограмм без проблем. Тем более, что эти удочки, именно та снасть, которую я использую, она предназначена для вываживания рыбы нахрапом. То есть не давать ей разуляться в воде, а сразу при поклевке я стараюсь ее поднять кверху, чтобы она хватанула воздуха, успокоилась и сразу ее в подсак. Это, наверное, одна из самых лучших снастей для ловли карпа, сазана, линя, карася в заросших водоемах, там где много лилий, либо в закоряженных местах. Но также можно и рыбачить на эту снасть на чистых участках водоема без проблем. Эту удочку я использовал неоднократно, ловил я на нее самые большие свои трофеи. 11 килограмм карпа доставал за 3 минуты. Этого карпа я вываживал нахрапом. Удочка справилась с этим без проблем. Разгибаются крючки первого номера из толстой проволоки. А удочка выдерживает. Вот такие вот крючки у меня. Это по-моему, единичка или 0. Даже сейчас вам сразу не скажу, по-моему, 0. Вольфрамовая мормышка. Также использовал обычные крючки со свинцовой дробинкой. Никакой разницы не почувствовал. Шнур у меня здесь стоит 0,35. Но если вы собираетесь ловить карпов больше 10 килограмм, то советую ставить шнур 0,41. Тогда вы будете полностью уверены в том, что ваша снасть не будет оборвана. По поводу толщины шнура много вопросов задают. Рыба шнура не боится. Если вы рыбачите на заросшем водоеме, в лилиях, в закоряженных местах, вообще никаких проблем. Может немножко побаиваться карп шнура, если вы на каком-то чистом участке водоема рыбачите. Но и то, здесь нужно учитывать саму глубину, там где вы будете рыбачить. Если глубина больше 3 метров, так же само карп или сазан, он не боится шнура. Для него это как вот, есть же вот водоросли похожие, как нитчатые водоросли. Он особо не боится. Главное, выбирайте цвет шнура. Темно-зеленый, черный, серый, но не всякие там разные яркие, салатовые, оранжевые и так далее. Из всех удочек, на которые я пробовал рыбачить, на боковой кивок, это моя самая любимая. Мне нравится в ней вес, нравится в ней тест. Мне нравится в этой удочке все. И толщина, она не сильно толстая. Эта удочка хорошо лежит в руке, крепкая, с поломанными вершинками у меня проблем нет. Позвонил в интернет-магазин, сколько хочешь их заказал, цена одной вершинки была, это в прошлом году было 250 гривен. Может сейчас чуть дороже, не знаю, но прикуплю себе пару штук обязательно еще в этом году. Мормышки покупают также я вольфрамовые в интернет-магазине. Если же заканчиваются мормышки у меня, то покупаю самые хорошие крючки у себя в рыболовных магазинах. Вот, к примеру, смотрите, какие классные крючки. Крючки фирмы Apex. Отличные. Из толстой проволоки. Жало загнуто в середину.
это вообще отлично. Когда на крючках жало загнуто в середину, ближе к цевью, тогда меньше сходов у рыбы. Это, как еще называют, самопосекающиеся крючки. По шнурам. Какой фирмы шнуры использовать? Да, это цена вопроса. На какую сумму вы рассчитываете, эти шнуры покупаете. Сильно дорогие шнуры брать не нужно. Из-за чего я использую Cold Dragon чаще всего? Потому что эта удочка универсальная, на нее можно ловить как и трофейную рыбу, так и линя и карася без проблем. Но только тогда придется менять шнур на более тонкий, если ловить линя. На эту удочку я уже рыбачу 2 сезона. Ловил карпов я доставал, вываживал на эту удочку в камышах. Доставал трофейных сазанов в лилиях. Также ловил трофейного карпа на чистых участках водоема. Самый большой мною пойманный карп на эту удочку 10 килограмм. Там, по-моему, или 10 с копейками. Такая снасть не дает трофейной рыбе особо разуляться. Буквально 2-3 минуты. Бывает, конечно, когда приходится и чуть подольше повозиться с карпом или сазаном, до 5 минут, но не более. Если бы вы рыбачили на обычную удочку, там, например, поплавочную, с безинерционной катушкой, то таких карпов вы доставали бы минут 20-15. Так, а теперь перейдем к удочке Феникс. Рыбачил я на нее несколько раз. Удочка мощная, крепкая. Такое ощущение, что на нее можно доставать карпов на 20 килограмм без проблем, нахрапом. И от этого вываживания вы получите только удовольствие, и у вас не будет никакого страха, что она сломается. Но есть у этой удочки и свой минус. Это ее вес. Я точно до грамма не помню, какой вес. Но в сборе, наверное, грамм 650 у этой удочки будет точно. Длина ее 5,70. Есть такие удочки длиной 6 метров 30 сантиметров. Но я представляю, какой у нее вес. Чем длиннее удочка, тем она, естественно, тяжелее. Тест у этой удочки 150 грамм. Рассчитано для ловли только трофейной рыбы. При таком тесте рыбу можно вываживать нахрапом из лилий или скорях больше 5 килограмм, не боясь, что она сломается. Я из лилий на эту удочку вываживал сазана около 5 килограмм, может даже больше, 6, может или 7, я уже не помню, 5-7 килограмм. Я его просто-напросто поднял кверху, эту рыбину, и держал все время у поверхности воды, она ничего не могла сделать. Катушку я использую такую же, как и на всех у меня остальных удочках. Мягкая рукоять с 2 сторон. Так что эта удочка очень мощная. Для трофейной рыбы пока лучше удилища я в руках не держал. Да, забыл, кстати, вот вам рассказать за осни. Для ловли карася и линя я использую шнур от 0,14 до 0,16 мм. Крючки использую 6 номер. 6 номер идут у меня мормышки. Для ловли линя карася то, что нужно. До 5 килограмм и карпа даже выдержит такая мормышка. Никаких поводков я не использую. Часто меня спрашивают за поводки. А у тебя перед мормышкой или перед крючком ты используешь какие-то поводки? Нет, ничего не использую. Идет шнур, к шнуру напрямую привязывается мормышка. Все. Много вопросов за удочку Тика Премьера. На эту удочку ни разу не рыбачил. Но по характеристикам, мне кажется, она намного мягче Cold Dragon. Потому что у Cold Dragon тест 120 грамм, у Тики Премьеры, по-моему, до 100 грамм тест, если я не ошибаюсь. Также, если поломается у вас на Тике Премьере верхушка, как ее будет поменять, я не знаю, как доступ к вершинкам
свободный или еще нужно будет постараться поискать эту вершинку. А для вот такой удочки, как Old Dragon, все от вершинки и до комеля, все запчасти есть в наличии. То есть без проблем. Даже если она пополам у вас переломалась, вы на нее случайно наступили, купить, поменять нет никаких проблем. Сломанное колено. Также в этой удочке нету никаких проблем, к примеру, поменять кольца. Старые сняли, купили набор за 200 гривен новых, одели новые и рыбачите дальше. Одни плюсы, минусов не вижу. Вот по поводу других удочек, удилища, я не знаю. Если я на ее не рыбачил ни разу, не держал ее в руках, то я ничего не могу сказать за эту удочку. И еще есть одна немаловажная деталь, один из плюсов этой удочки, насколько, как я считаю, это ее цена. Например, Old Dragon стоит около 4000 гривен, да? Я не знаю, там цены немножко поднимаются, все зависит от курса доллара. А, к примеру, Тика Примера стоит почти 7, да? 7 или 6 с чем-то, почти 7 гривен, 7000 гривен. Ну вот и считайте, за 7000 можно, грубо говоря, купить таких два удилища. Есть, конечно, варианты и подешевле. Я, например, раньше, в самом начале, и даже есть видео и у меня на YouTube канале, кому интересно, можете посмотреть. Я начинал ловлю на боковой кивок на обычное джокерное удилище. Сейчас вам покажу, кому будет интересно. Можете, кстати, посмотреть видео, есть у меня на YouTube канале, которые выходили, наверное, еще вот 3 назад или 2 года назад. На такую снасть я доставал карпов до 5 килограмм без проблем, но, правда, повозиться приходилось подольше, чем на такие удочки, как Old Dragon или Феникс. Доставал я таких карпов, наверное, минут 20-30, но доставал. Тест у нее, наверное, грамм 40, не больше. Она получается как лапша. Сейчас покажу вам, с чего она состоит. Смотрите, как я придумал, как я рыбачил раньше. Основное мотовило для транспортировки сделано. Сейчас разматываем. У меня тут, видите, как все сделано было, как я раньше рыбачил. Груз-дробинка, крючок и все дела. И ничего более. Кивок использовал я, который поворачивается на 360 градусов. Кивок нечувствительный. Но на то время, пока я учился только рыбачить, мне этого было достаточно. Вот такой вот кончик. Боковой кивок. Вот, крепил на кончик боковой кивок. За боковым кивком делал мотовило из скрепок или проволоки обычной изолентой примотано. Наматывал туда шнур, сколько мне надо метров. И продевал это все дело через кивок. И все. И ловил карпов. И ловились карпы. Но, я же говорю, все равно по сравнению с такими удочками, как Old Dragon, Osni, небо и земля. Но я считаю, это, наверное, один из самых дешевых вариантов для ловли на боковой кивок. Особенно это хороший вариант для тех, кто только начинает учиться рыбачить на боковой кивок. Все стоит очень дешево. Удочка джокерная фирмы Okuma какая-то у меня. Можно любую использовать, какой там джокерная, не обязательно этой фирмы. Ну сколько стоит сейчас джокерное удилище у нас? Ну, наверное, гривен, пускай возьмем максимум 300, да, пускай 400. Плюс боковой кивок купите вы. Боковой кивок пускай гривен 200, да. И все. Крючки, грузки, я думаю, у всех есть шнуры, какой-то шнур поставили старый. Ну, пусть купите еще себе шнур. Получается, максимум гривен 800 обойдется вам такая снасть. Но хочу вам сразу сказать, что при ловле вот на такое вот удилище, вот на такую снасть, да, самую дешевую, удовольствие получаешь раза в 3 меньше.
чем уже вот на такие. Вот я сейчас держу в руках эту снасть и эту более уже серьезную. Я вам скажу, вот эта удочка в 2 раза тяжелее. При том, что тест у нее раза в 3 меньше, чем у Осни 10H. По длине они практически одинаковые. Длина этой удочки где-то, я обламывал кончики, где-то, наверное, 5,5 метров. Если что-то я вам забыл рассказать, друзья, пишите в комментариях, обязательно отвечу всем, без проблем. Ставьте обязательно лайки. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я думаю, скоро эти морозы закончатся, да вот уже буквально на днях. И обязательно начнет рыба опять ловиться. Будем пробовать ловить крупную плотву, красноперку по последнему льду. И ждать лета. Всем пока!